Всем привет! В прошлом видеообзоре я рассказывала о приспособлении для соединения на косой шуруп и проводила испытания этого соединения на моем стенде. Это видео вызвало много вопросов и сомнений у подписчиков насчет того, насколько надежно это соединение. А в этом видео я хочу рассказать о таком соединении, которое наверняка заслуживает уважения и внимания столяров. Это соединение на шканты. И, конечно же, я расскажу о приспособлении, которое у меня есть для того, чтобы изготавливать такое соединение. Я долго ходила по магазинам, присматривалась к кондукторам данного типа, а в основном попадалось не совсем то, что я хочу. И потом я, хорошенько поискав в интернете, наткнулась на Алиэкспрессе на китайского производителя всяких приспособлений и выбрала именно этот кондуктор. В общем-то, это не кондуктор, а целый набор. Набор состоит из самого кондуктора. У него есть втулки на диаметр сверла 6, 8 и 10. К нему идет что-то вроде упора, для того, чтобы делать отверстия на равном расстоянии. Также в наборе имеется упор для центрирования шкантов по толщине доски. В этом упоре также есть втулка для создания соединения мини-фикс, или мебельная стяжка по-другому называется. Эта втулка также регулируется по высоте, и стандартная высота установки мини-фикса 35 мм. В комплекте идет 3 сверла 6, 8 и 10 мм с ограничителями глубины сверления. Еще сверло Форстнера. Оно для создания отверстий для мини-фиксов. Оно на 15 мм, и у него также есть ограничитель по глубине сверления. А это ключ для затяжки гайки для втулки мини-фиксов. 3 штучки-дрючки, можно назвать их штифтами. Они для того, чтобы дублировать отверстия на одинаковом расстоянии. Потом я расскажу, как пользоваться этими штучками. И дополнительные втулки разных диаметров. А теперь я покажу, как это работает. Толщина моей заготовки 20 мм, поэтому на шкале для центрирования отверстий я установила значение 10. Теперь я подберу глубину сверления. Она должна быть чуть больше, чем половина длины шканта. Чтобы сделать отверстие на равном расстоянии, я буду равняться кондуктором к краю заготовки. Так я просверлю первое отверстие. У меня установлен упор на нужное мне расстояние, и в соответствующее отверстие я вставлю вот штифт диаметром 8 мм. И все вместе погружу уже проделанное отверстие. Теперь, какая бы длинная доска ни была, я могу продолжать сверлить отверстие на одинаковом расстоянии. То же самое нужно проделать в соседней доске, если я хочу соединить доски в мебельный щит. Обычно при таком соединении шканты сажаются на клей, и поверхность стыка также промазывается клеем. Но сейчас я просто покажу, как это работает. Вот получился такой маленький мебельный щит. Также на этом кондукторе можно изготовить угловое соединение. И сейчас я покажу, как это делается. Для того, чтобы просверлить в доске 2 отверстия на одинаковом расстоянии от края, я установила в правое и в левое отверстие одинаковые втулки для сверла 8 диаметра. Так у меня получились отверстия на равном расстоянии от края. Я вставлю сюда шканты, и с помощью них и специальных углублений в кондукторе я повторю отверстия на другой доске. В кондукторе есть специальные пазы для того, чтобы сверлить отверстия на том же расстоянии в соседней доске. Для того, чтобы просверлить отверстие в ответной доске, я сниму упор. Чтобы центрировать отверстие, я установлю в этот паз шкант и выровняю доски относительно друг друга. То же самое с другой стороны. Проверим, как получилось.
получилось вот такое вот соединение под 90 градусов. Это соединение обычно также проклеивают и сажают шканты на клей. Но у этого кондуктора есть еще третья функция, которая позволяет делать соединение без использования клея. Это соединение на мебельную стяжку, на минификсы. Для того, чтобы сделать соединение мебельной стяжки, мы как раз будем использовать эту втулку. Я устанавливаю кондуктор на этой заготовке посередине и фиксирую ее струбциной. Использую центральную втулку и просверлю отверстие через эту втулку. Тут у нас получилось такое сквозное отверстие. В ответной планке нужно наметить отверстие для того, чтобы закрутить винт. Опять-таки будем использовать паз в кондукторе для того, чтобы сделать отверстия соосными. Я вставлю пока сюда шкант и проведу линию, чтобы знать, где у меня ось отверстий. Чтобы мое отверстие попало ровно по центру оси, я центрирую по этим меткам и намечаю отверстие. Я просверлю небольшое отверстие тонким сверлом, чтобы закрутить этот винт. И закручиваем в это отверстие винт. Теперь я вставляю шканты на место. В большое отверстие вставляю стяжку и соединяю заготовки. Теперь с помощью отвертки я затяну соединение. Вот и готово. Теперь она будет держаться крепко и без клея. Фишка этого соединения в том, что при желании можно разобрать и снова собрать мебель или другие столярные изделия. Если вам понравился этот кондуктор, я оставлю ссылку на него в описании под видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какое приспособление вы используете для соединения на шканты и используете ли вы минификсы. А теперь пришло время испытать его.